Привет любителям цифрового и пленочного ретро-фото-вайба. Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Берем с полки папин цифровичок». И на обзоре у нас вот этот красавчик Nikon Coolpix E8400, прямиком из 2004 года. То есть этому красавчику уже 20 лет. Также одновременно мы начинаем новую рубрику на канале «Смартфон против фотоаппарата». Поскольку у меня появился смартфон последней генерации 2024 года, почти флагман, который снимает не хуже последних айфонов. Будет любопытно посравнивать его не только со старыми фотоаппаратами, но и с беззеркалкой полнокадровой, с китовым объективом, с длиннофокусными объективами и различными другими объективами. Мне интересно понять, насколько сейчас современные смартфоны, скажем так, позволяют снимать и получать хорошую картинку по сравнению с фотоаппаратами. Раньше это было мало реально для тех, кто разбирается, но хочу понять, насколько изменилась ситуация. Для тех, кто хочет сразу посмотреть фоточки того, как смартфон уничтожает старые фотоаппараты, может перейти в самый конец ролика, где будет представлено сравнение фотографий, или перейти по ссылке по таймингу в описании. Сразу скажу короткий вывод. Смартфон, как говорят другие обзорщики, просто уничтожил старые фотоаппараты. Фотоаппарат безбожно слил. Особенно в тяжелых условиях съемки. Смартфон на сегодняшний день однозначно снимает лучше, чем старый фотоаппарат Nikon. Это протестировано и подтверждено. Но юмор в том, что мы здесь не ради лучше. Понятно, что смартфон, наверное, все-таки прогресс не стоит на месте, и он действительно снимает лучше. Мы здесь не ради лучше, мы здесь ради вайба, ради вот этих ощущений от старых фотоаппаратов. И в какой-то степени даже для того, чтобы он снимал хуже. Потому что современные смартфоны снимают настолько хорошо, настолько безупречно в любых условиях съемки, темноте, солнце, контраст, контровой свет, что это просто становится местами очень скучно. Они делают свою предсказуемую и местами достаточно унылую картинку в силу своей похожести на реальный мир, что волей-неволей хочется ее ухудшить. Наложить какой-нибудь фильтр, изменить цвета, что-то добавить, что-то прибавить, загрубить, исказить. И в этом смысле вот этот фотоаппарат делает это все прямо из коробки. Нужно просто сфотографировать, может быть потом слегка допилить в редакторе, и вы получите какую-то достаточно интересную картинку, более интересную, чем на смартфон, по крайней мере, более необычную, и будете ей наслаждаться. А в чем же, собственно, этот так называемый вайб, спросите вы? А вайб кроется, собственно говоря, в ощущениях. В ощущениях, которые сильно отличаются от опыта, который мы имеем сейчас на данный момент. Снимать на смартфон – это одно ощущение, а снимать на старый фотоаппарат такой или такой – это совсем другое ощущение. Например, иногда перед сном я сыну читаю книги. И, казалось бы, возьми смартфон. Вот есть у меня специальное приложение для книг. Скачай книжку, их в интернете, как вы сами понимаете, полно. И сказки, и все, что хочешь. И сиди, читай. Это очень удобно, это не требует никаких усилий. Взял, скачал, через пару минут ты уже можешь читать любую книгу. И казалось бы, вот суть она на ладони. Ты читаешь ту же самую книгу, ту же самую информацию. В некоторых книгах даже картинки прикреплены, можно показать их ребенку. Но мы, тем не менее, ходим в библиотеку, берем вот такие книжки, чтобы читать. А иногда даже и покупаем. И согласитесь, ощущения от прочтения вот такой книжки и от того, что я читаю на смартфоне, они будут несколько разные. Хотя и там мы просто читаем книгу. И на смартфоне это делать во многих аспектах просто гораздо удобнее. Не надо никуда ходить, не надо ничего покупать. Просто в течение секунды или минуты ты выбираешь книжку, скачиваешь ее или читаешь онлайн и вперед. Но тем не менее, многие люди продолжают ходить в библиотеки, брать книги, брать их домой, читать. Просто потому, что здесь, другая специфика, другие ощущения. Во многих отношениях читать бумажный носитель книги гораздо удобнее, гораздо интересней. И, вот здесь есть как раз тот самый вайб.
Еще пример. Вы можете посмотреть фильм на смартфоне или на ноутбуке, легко, быстро его скачать, или смотреть через онлайн-кинотеатр. Либо, второй вариант, вы можете взять диск с полочки или откуда-то, вставить его в дисковод и посмотреть на своем любимом домашнем кинотеатре с огромным экраном и пятиканальным звуком. Фильмы смотрим и тут, и там, но ощущения все-таки, согласитесь, будут немного различаться. Как раз таки вайб. Еще пример. Современная китайская машина. Внутри 10 экранов, все двигается и переставляется, все удобно, комфортно, по-современному. Либо вы возьмите машину какую-нибудь, да хотя бы даже из 90-х. Я уж не говорю про ретро-автомобили там 60-х, 70-х годов. Ну вот для примера можно взять какую-нибудь японскую Toyota Mark II 90-х годов или какой-нибудь автомобиль 80-х годов, да хотя бы даже нашу восьмерку или копейку, просто в хорошем ухоженном состоянии. Когда такая машина едет по улице, просто все головы сворачивают. А когда едет мимо вас какая-то китайская современная погремуха, что? Правильно, вы даже глазом не моргнете, потому что их миллиард. И ощущения от езды на новой китайской машине, или пусть даже не китайской, и на каком-нибудь старом BMW, каком-нибудь E39, они будут очень сильно отличаться. Как раз тот самый вайб. И есть множество людей, которые ездят на старых машинах, получают от этого удовольствие. На них все сворачивают головы, им все аплодируют. И никто их за это не осуждает. Никто им не говорит: выкинь свою старую помойку на помойку, это рухлядь, купи современную китайскую машину. Никто такого не говорит. В то время как я, когда делаю какие-то ролики про старые фотоаппараты, такие или пленочные, например, я такие комментарии вижу сплошь и рядом. Время пленки ушло, время старых цифровых фотоаппаратов ушло, купи себе смартфон и не парься, купи себе современную камеру и снимай как человек, если денег нет, купи что-нибудь там другое. Да я снимаю на них не ради лучшей картинки. Лучшая картинка, понятно, на какого-нибудь последнего фотоаппарата или даже на смартфон. Можно получить гораздо лучшую картинку. Я снимаю именно ради ощущений. Ну и фотографии тоже получаются немножко другими, скажем так, не теми, которые мы привыкли видеть сегодня на сегодняшний день в современных стандартах. А все-таки такое что-то старое уже, довольно-таки забытое и в этом смысле вызывающее определенную ностальгию. Так вот, что касается ощущений, я тут несколько поснимал и снимаю до сих пор на пленку. И снимаю вот такими красавчиками из 60-х, 50-х годов. Это дальномерки, ну, в частности, такими красавчиками. Это дальномерки, которые, доставляют просто несравнимые ощущения, когда ты фотографируешь. Это что-то очень приятное, когда ты в руках держишь вот этот тяжелый металл, вот так переводишь курок затвора, слышишь этот звук, смотришь видоискатель и наводишься на резкость при помощи дальномера. Это очень медитативный и такой красивый процесс. И мне он нравится. И мне нравится снимать на старые пленочные фотоаппараты. Ну и результат получается своеобразный, не такой, как на современные фотоаппараты. Поэтому это тоже этим интересно. Я не говорю, что он какой-то прям фантастически красивый, лучший. Он другой, и он этим интересный. Понятно, что современная цифра снимает уже гораздо более фотореалистично на сегодняшний день. Настолько фотореалистично, что картинку очень хочется как-то загрубить и ухудшить. Пленка с этим справляется прекрасно. Но проблема пленки, на мой взгляд, только одна. Это, во-первых, ее цена. Ладно, две проблемы. А во-вторых, с ней очень много возни. Ее надо купить, ее надо установить, и надо бежать куда-то в фотолабы, что-то проявлять, ждать. То есть очень-очень-очень трудоемкий процесс. В этом тоже есть часть кайфа. То есть, когда ты ждешь, когда ты не знаешь, какой результат получится, и потом уже только через несколько недель, после того, как ты делал кадр, а то и через несколько месяцев, ты видишь: интересно получилось. И ты не знаешь, что получится. В этом интерес, часть интереса, который, к сожалению или к счастью, ушел от нас вместе со смартфонами. На смартфоне мы сразу видим получившуюся картинку, и именно вот на этом устройстве мы ее и будем в дальнейшем просматривать. Она уже никуда не идет. Раз щелка готова, и она здесь лежит. И даже обрабатывать мы ее не будем, скорее всего. И даже смотреть, скорее всего, мы ее тоже вряд ли когда-нибудь будем. Если, может быть, только Google фото нам какие-нибудь воспоминания предложит. А так мы, скорее всего, к ней и не вернемся никогда.
Ну, так вот, у пленочных фотоаппаратов в этом смысле есть одно большое ограничение – это пленка. Она дорогая и неудобная. И ходить с таким фотоаппаратом, ну вот я хожу, иногда снимаю, но снимаю я, естественно, в силу дороговизны и неудобства только только какие-то кадры, которые будут особенно ценны. То есть это близких людей. Я не буду поливать на пленку какие-нибудь цветочки, пейзажи, красивые дома. Ну, просто это расточительно достаточно. И вот такие старые фотики мне во многом как раз компенсируют эти пленочные ощущения. Потому что по ощущениям в руках они на самом деле очень похожи на вот эти старые пленочные дальномерки. Они имеют отчасти схожий дизайн, они имеют примерно равные массогабаритные показатели, то есть по ощущениям руки очень близки. Они имеют много атрибутов, таких, какие есть на пленочных камерах, то есть это какие-то крутилочки, рычажки, какие-то переключатели, какие-то настроечные элементы. Ну, что делает такую камеру, обладание и пользование такой камерой, достаточно удобным, необычным и интересным. То есть если мы сравним какую-нибудь старую классическую мыльницу из разряда «навел и снимай», что-нибудь, где нет никаких элементов, и она по диалогу, в принципе, очень близка к смартфону. То есть включил и снимаешь, глядя через экранчик. Конечно, вот таких вот ощущений, как дают вот такие фотоаппараты, близкие к пленочным, здесь не будет. Это что-то ближе к смартфону. Но вот здесь вот именно такой полупленочный вайб присутствует. То есть здесь есть видоискатель, через который я смотрю. Я обычно не пользуюсь экранчиком. Я его закрываю таким образом и смотрю через видоискатель прямо как на пленочной камере. Вот. Очень похожее, так сказать, ощущение. Здесь чаще всего стоит небольшая карта памяти, в силу того, что они не поддерживали большие карты памяти. Здесь, например, у меня стоит на 512 мегабайт и помещается сюда здесь около 100 фотографий. А Nikon, который мы сегодня рассматриваем, там меньше их сжимает и помещается порядка 60 фотографий, что в принципе очень похоже на пленку, где 30 кадров, и сильно поливать ты тоже не будешь. Приходится замедляться и думать о том, что ты снимаешь и как. И хочется так, чтобы этот кадр получился, а не просто так. Ты что-то наполивал, и потом у тебя не останется возможности что-то снять. И по ощущениям в руке это очень какие-то схожие ощущения. То есть такие фотоаппараты продвинутого уровня, они сделаны из металла. У них тоже очень низкий ISO, кстати, как у пленки, и тоже это объединяет. И здесь возможности сильно поливать нет. И вот эти все элементы, крутилочки. И видоискатель очень сильно, так сказать, роднит нас с пленочной техникой. Вот почему мне нравится снимать на такие камеры. Конечно, есть, не знаю, то ли достоинство, то ли недостаток. В современном мире люди уже настолько отвыкли от фотоаппаратов и настолько привыкли к смартфонам, что человек с фотоаппаратом у них вызывает неподдельное удивление. Вообще с фотоаппаратом. Я уж молчу, если я хожу, например, с пленочным фотоаппаратом или вот таким вот старым, необычным по нынешним временам фотоаппаратом. Люди просто смотрят на меня, пялятся и сворачивают головы. Я уж молчу про то, что сейчас не принято снимать со вспышками. То есть, если я где-то снимаю что-то со вспышкой, люди просто прям голову сворачивают. Хотя еще лет 10-15 назад это было вполне привычным явлением, все снимали со вспышками. В общем, резюмирую про вайп. Это для тех, кому нравится фотографировать, нравится ретро, нравится какая-то ретро-техника и нравится ощущение от работы со старых фотоаппаратов. Вот это именно для них. Если вам это не нравится, вам это не нужно, фотографируйте на смартфон и не парьтесь. Этот, можно сказать, ролик не для вас. Итак, теперь несколько слов про смартфон и его камеру. Это устройство последнего поколения, конца 2023 года выпуска, на последнем топовом процессоре. Называется этот телефон iQOO12. Это один из суббрендов корпорации Vivo, BBK, Oppo, OnePlus, достаточно известные марки. Это один из суббрендов, продаваемый в Китае. Я его выбрал, потому что за относительно небольшие деньги здесь установлен пакет камер, которые обеспечивают очень красивое качество съемки, вполне сравнимое с последними айфонами, гуглами Pixel и самсунгами Galaxy. Все основные отличия, которые вы видите в разных обзорах разных смартфонов, они кроются в основном в постобработке и в каких-то настройках именно самой постобработки. Люди с упоением сравнивают там какие-то микродетали, которые, если мы немножко по-другому обработаем, будут почти так же выглядеть. Поэтому все смартфоны последнего поколения,
такие более-менее флагманские, снимают примерно одинаково, и уровень их примерно одинаковый. И, соответственно, все возможные различия касаются только настроек постобработки в основном. Здесь уже есть у нас 3 камеры. Это ультраширокая камера в эквиваленте 16 мм, это обычная камера в эквиваленте 24 мм и так называемый телевик, примерно эквивалентный 70 мм. Честно говоря, я был до последнего времени достаточно скептически настроен по поводу того, как снимаю смартфоны. Но, как оказалось, если пользоваться телевиком, то кадры получаются вполне себе динамичными и живыми. У них появляется глубина примерно так же, как если снимать на объектив 70 мм. Компрессия изображения дальних планов. В общем, все достаточно неплохо. Прямо из коробки меня немножко не устраивает, как он снимает. Недостаточно, на мой взгляд, насыщенно, и сильно он обрабатывает, затирает шумы. Получается такая ровная акварельная картинка. Но это заметно, если сильно увеличивать. Если не сильно увеличивать, то вполне себе все нормально. Да и то как бы на любителя. В общем, снимает он достойно. Если что-то такое есть, можно их допилить в редакторе вполне и добиться очень похожих результатов, что на этот телефон, что, например, там на цифровую беззеркалку у меня есть полнокадровая. Тоже получаются очень похожие результаты, если мы снимаем на одинаковых фокусных расстояниях. Ну, естественно, о размытии заднего фона речь не идет, только если сильно близко снимать какой-то объект. Но, тем не менее, даже на полнокадровых фотоаппаратах во многих ситуациях размытие заднего фона не наблюдается. Если сильно, например, прикрыть диафрагму или снимать издалека, то тоже не будет никакого размытия. Поэтому в этом смысле фотографии получаются достаточно похожими. В дальнейшем я планирую сделать серию видео о том, как снимает этот смартфон в сравнении с другими устройствами. Например, с полнокадровой беззеркалкой с различными вариантами объективов. Например, с телевиком или, например, с широкоугольным объективом. То есть, хочется понять, насколько далеко ушел смартфон или наоборот приблизился к лучшим фотоаппаратам. Ну и, наконец, про цифровичок с папиной полочки. Вот он, красавчик, Nikon 2004 года, фотоаппарат Nikon Coolpix E8400. То есть фотоаппарату уже 20 лет, достаточно продвинутая на то время модель, одна из топовых в то время, скажем так. Здесь используются матрицы Sony 8 мегапикселей размером 2 на 3 дюйма, что как бы считается более крупной матрицей, более профессиональной, хотя вот от матрицы 1 на 1,7 она, честно говоря, по размеру физическому не сильно отличается. Я прям так уж сильно про фотоаппарат рассказывать не буду и его обозревать, поскольку техника старая, это все уже такой ретро-вайб, и какие-то вещи, которые, может быть, сейчас покажутся даже несуразными, можно воспринимать как своего рода вот такую ретро-изюминку, которая только придает дополнительного шарма этому устройству. Итак, сам фотоаппарат сделан из магниевого сплава. Он не очень тяжелый, но и не очень легкий. Порядка 450 грамм он весит, или порядка 500. По ощущениям очень цельно так сбит и очень монолитно воспринимается в руках. Очень похож в этом смысле на старые пленочные металлические камеры. Я выбрал этот фотоаппарат для сравнения. Послушайте, с каким солидным звуком выезжает объектив. Я выбрал этот фотоаппарат для сравнения, потому что у него были похожие фокусные расстояния у объектива. То есть у него широкий угол, по тем временам это считался экстра широкий угол, такого почти ни у кого больше не было. 24 мм, такой же, как у меня на смартфоне, обычный модуль. И максимально здесь до 85 мм фокусное расстояние. Вот, я немножко снимал в недомаксимальном, чтобы добиться примерно 70 мм, как у меня на модуле телевика смартфона. А сзади здесь вот такой поворотный экранчик. По нынешним меркам, конечно, очень маленький. В него практически ничего не видно, только какие-то общие контуры объектов. И пользуюсь я им в основном только для того, чтобы какую-то видеть дополнительную информацию и снимать в каких-то ракурсах, которые просто неудобно смотреть в видоискатель. В остальных случаях я стараюсь пользоваться видоискателем для того, чтобы мои ощущения были похожи на ощущения от пленочных камер. Здесь максимальная ISO 400. Наверное, довольно шумная на максимальном ISO. Прикол даже такой был, когда я снимал в
в темных каких-то локациях. Получалась такая очень интересная картина. Если выставлять авто ISO, современные фотоаппараты стараются выставить ISO как можно выше. Не стесняются залезать там на 3200, 6400 для того, чтобы картинка была максимально светлая и выдержка была, ну, скажем так, оптимальна. Что-нибудь там 1/60 или что-то в этом духе. Здесь же картина другая. Я снимал и не понимал, ну как так, что за выдержки такие. И он выставлял все время ISO, как оказалось потом, потому что ISO здесь он не показывает, какой он при ауто выставляет. Оказалось, что он выставлял ISO 50, даже в темных, так сказать, помещениях. И при этом выдержки соответствующие были, то есть там какая-нибудь 1/4, 1/2, там 1/8. Понял это я не сразу и стал принудительно включать, например, ISO 200. И вот так уже там можно было добиться каких-нибудь выдержек типа 1/15, 1/30, и снимать стало в этом смысле, конечно, гораздо веселее. Ну, и на ISO на этих он не сказать, чтобы ведет себя прям уж отвратительно. Вполне можно снимать на ISO 200, да даже на ISO 400. Конечно, будут шумы, это понятно. Но если, опять же, у вас нет задачи вот так вот масштабировать до просто максимума и разглядывать пиксели и шумы в тенях, а просто смотреть как бы на общую получившуюся фотографию, то все вполне пристойно, то есть нет какого-то ужаса. Также здесь есть у нас один из первых появившихся на рынке электронных видоискателей. То есть здесь видоискатель, ну, к сожалению, наверное, для меня, потому что мне больше нравятся оптические видоискатели. Здесь он электронный, ну, причем соответствующего уровня, начального, так скажем. В него реально тоже мало что видно, то есть кроме каких-то общих контуров, особенно вот в темных помещениях я снимал, реально разобрать, что ты снимаешь, не всегда возможно. Поэтому в этом смысле я бы предпочел окошко оптического видоискателя. Но, тем не менее, вполне можно снимать. То есть мы просто принимаем это за данность и за вайп, и, так сказать, пользуемся этим, этой частью игры. У фотоаппарата своеобразный дизайн. У него вот такая вот верхняя панель, где очень много места, может, так зря пропадает. У него есть вот такая вспышка. Она достаточно какая-то своеобразная, но позволяет, тем не менее, делать вайбовые фоточки в темноте, похожие на старые вечеринки. Ну, вы сами все понимаете. Раз вы пришли на такой канал, вы знаете, как выглядят такие фоточки, и, скорее всего, тоже их ищете. Ощущением в руке очень действительно напоминает пленочную камеру, очень классно, цепко сидит, благодаря вот этому выступу. Здесь есть инфопогон, который показывает всю основную информацию. На верхней панели у нас есть режим с переключателями разных режимов, точнее диск с переключателями разных режимов. Что характерно, ну точнее не характерно для современных фотоаппаратов, здесь есть такие вот, например, функции, например, можно выставить на диске ISO и быстро его отрегулировать. Ну, все относительно быстро, я бы, конечно, предпочел отдельную кнопку, но тем не менее это лучше, чем ничего. Также есть отдельный режим, который позволяет выставить параметры получаемого кадра, баланс белого. Ну, в общем, более-менее такой продвинутый фотоаппарат в этом смысле. С более-менее продвинутыми настройками. Вот здесь есть такая крутилка, диск для изменения различных параметров. В зависимости от режима мы можем менять разные параметры. Здесь сверху есть кнопки баланса белого, вспышки и дополнительная функциональная кнопка. Фотоаппарат использует уже по современным меркам устаревшие карты памяти Compact Flash. Такие здоровые. На 512 мегабайт влезает порядка 60 кадров в максимальном JPEG разрешении. Если использовать RAW или TIFF, еще меньше, порядка 30. На 1 гигабайт влезает, соответственно, чуть больше сотни кадров. Ну, в общем, резюмирую. Фотоаппарат классно лежит в руке, очень достойно снимает, благодаря такой прикольной матрице, достаточно большой и достаточно продвинутой на то время. Имеет довольно самобытный дизайн, не всем он понравится, мне поначалу тоже не сильно приглянулся, но тем не менее я к нему как-то привык, и он мне стал даже нравиться. Есть в нем какой-то ретро-вайп от такой вот, ну не знаю, то ли пленочной камеры из 90-х, то ли ближе это уже к таким современным начального вида зеркалкам, что является еще несомненным плюсом по сравнению с, допустим, зеркалками того периода.
которые я не рассматриваю также в качестве приобретения в силу того, что они достаточно громоздкие. Пусть они обладают SSD-матрицами даже большего размера, там будет меньше шумов и больше, так скажем, меньшая глубина резкости, которая придаст фотографиям больше возможной глубины, но они громоздкие, и это перечеркивает все достоинства. Здесь камера помещается даже в карман куртки я ее спокойно кладу. Конечно, в карман штанов она тоже лезет, спортивных штанов, по крайней мере, в карман джинсов она, конечно, уже не зайдет. Но на этот случай есть небольшие сумочки, рюкзаки и так далее. То есть, по сути дела, такую камеру всегда можно брать с собой, что я в последнее время стараюсь делать. Одну из этих камер я стараюсь при любом выходе из дома взять с собой и найти какой-то по дороге, если я вижу какой-то интересный объект, кадр, какую-то игру света и так далее, я стараюсь все это запечатлеть. И в последнее время, особенно сейчас зима, как только я вижу что-то такое цветное, необычное, ну не знаю, там какая-нибудь девушка в синем платье, ярко-синем, я стараюсь это снять. Просто потому, что SSD-матрицы дают какой-то, ну не знаю, повышенный уровень определенных цветов, и цвета смотрятся с SSD-матрицы очень необычно. Не так, как с сегодняшних фотоаппаратов и смартфонов. И в этом смысле фотографировать какие-то цветные, яркие цветные объекты, ну просто наслаждение. Потом их даже пересматривать тоже доставляет определенное удовольствие. В общем, я всегда беру один из таких фотоаппаратов с собой и снимаю что-то интересное. Аккумулятор здесь, несмотря на годы, достаточно живучий. Вполне его хватает на 230 кадров, то есть на один выход из дома хватает с головой. А то и на 2, а то и на 3. Стабилизатора изображения ни на объективе, ни на матрице здесь нет, ну, что опять же его роднит с пленочным фотоаппаратом. Приходится поизгаляться, приходится куда-то поставить фотоаппарат на штатив или еще на какой-нибудь твердый объект, или крепко держать руки, чтобы в темных условиях что-то получить. Что опять же придает дополнительного вайба. В общем, резюмируя, фотик реально зачетный, мне очень нравится, я с удовольствием на него снимаю. Сейчас будет подборка фотографий, которые я делал и в одних и тех же локациях и на смартфон, и на этот фотоаппарат. И вы воочию сможете увидеть разницу, насколько далеко шагнули технологии и насколько много вайба дает такой фотоаппарат по сравнению со смартфоном. Я по ходу там буду делать комментарии, так что кому интересно, смотрите, сравнивайте. Напоминаю, что такие фотоаппараты и другие фотоаппараты, и пленочные, и объективы вы можете посмотреть в ссылке по описанию на моем профиле на Авито. Кому интересно, обращайтесь. Итак, смотрим фотографии. Фотографии идут в следующем порядке. Первая фотография со смартфона. Вторая фотография снята на Nikon E8400. Мы не увеличиваем фотографии в 10 раз и не разглядываем попиксельно шумы в тенях. При хороших условиях освещения я в принципе наблюдаю паритет. Вся разница в основном сводится к немного разному оформлению цветовых профилей. Но и это можно списать на то, что фотографии с фотоаппарата я обрабатывал лично, а фотографии со смартфона остались в том виде, как они были запечатлены. Когда же дело доходит до сложных условий, темные помещения, контровой свет, большой перепад яркостей, то, конечно, фотографии со смартфона получаются намного более качественными. Поскольку смартфоны давно уже научились склеивать по много фотографий, то динамический диапазон, который они выдают, намного больше того, что может выдать старый фотоаппарат. На Никоне мы видим сильно выбитые яркие места и очень уж темные тени. Если их вытаскивать в редакторе, полезут такие шумы, что сразу захочется все вернуть обратно. Но тем не менее, я не сказал бы, что фотографии со смартфона прям такие уж прекрасные, а от фотографий со старого фотоаппарата льется кровь из глаз. Во многих ситуациях фотографии со смартфона какие-то очень технически скучные. И наоборот, техническое несовершенство фотографий с фотоаппарата зачастую придает кадру какую-то большую жизненную силу, придает какую-то изюминку и необычность кадру. Естественно, фотографию со смартфона тоже можно обработать в редакторе, загрубить, наложить фильтров и довести примерно до такого же состояния, как фотографию с фотоаппарата. Но идеология у смартфона все-таки несколько другая. Идеология состоит в том, чтобы тыкнуть пальчиком и получить готовую картинку. Никто не будет не то что обрабатывать фотографии, но скорее всего даже смотреть их вновь. А это значит, что фотографии со старого фотоаппарата вполне себе имеют право на жизнь. Во многих ситуациях они смотрятся живее, красочнее и ярче. И позволяют взглянуть на мир под немного другим, более необычным углом. Вот почему мне нравится снимать на старые фотоаппараты, и в частности на этот Nikon. Но и смартфон, конечно, тоже молодец. Всегда хорошо, когда у тебя есть в кармане устройство, которое может в любой момент
запечатлеть то, что находится вокруг тебя. Да еще и с очень хорошим качеством. Так что я не хочу, чтобы эти устройства противопоставляли друг другу. Они вполне могут друг друга дополнять, в зависимости от ситуации, обстоятельств, предпочтений, возможностей и пожеланий снимающего. Ну и напоследок несколько кадров ночной съемки. Здесь наблюдается та же картина. Смартфон выдает более технически выверенную картинку, а фотоаппарат более живые яркие цвета и во многом даже более интересную картинку. Хотя динамический диапазон здесь тоже проваливается, но тем не менее фото получились, как мне кажется, куда более живыми. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всем хороших кадров и пока.